Яра, здравствуй. Здравствуй, Геннадий. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеанса, так и посредством фотографии. Сегодня Яра войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Мгм. А сейчас, Яра, сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. И просто слушай мой голос. С каждым моим словом твой разум начинает расслабляться автоматически, без усилий. Чем больше ты его слушаешь, тем глубже ты погружаешься. И это приятное и ожидаемое для тебя ощущение. Сейчас я сосчитаю от 5 до 1, и с каждой цифрой твое тело будет в 10 раз больше расслабляться, а твой ум и анализ отключатся. 5. Почувствуй, как тяжелеют веки. 4. Мышцы лица смягчаются. 3. Плечи опускаются, и руки тяжелеют. 2. По телу тепло разливается, и твое тело расслабляется. И 1. Ты в полном расслаблении. Теперь твой разум полностью открыт. Каждое мое слово проникает в твое подсознание, получая нужную информацию. Следующие 3 цифры унесут тебя в 100 раз глубже. 3, 2, 1. Ты в идеальном трансе.
А теперь на счете 3 отключаемся от коллективного сознания. 1, 2, 3. На счете 3 встречаемся в гипнотическое пространство. 1, 2, 3. Пространство свободное. Да, свободная. Очень хорошо. А теперь на счете 3 повышаем наши уровни энергии и вибрации до максимального значения. 1, 2, 3. А теперь на счете 3 ты подключишься ко всей информации и пригласим перед собой того, кого называли Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. 1, 2, 3. Ты его визуализируешь? Образ пытаюсь зафиксировать. Мгм. Мгм. Определи, это он. На счете 3 фигура его видна очень ясно, четко. 1, 2, 3. Ну да, Это он, да? Я рад, ты позволишь мне с ним переговорить через твои голосовые связки. позволяю. На счете 3 оставь меня, пожалуйста, с ним. 1, 2, 3. Михаил Афанасьевич, приветствую вас. Добрый день. Я обращаюсь к вам из будущего, который вы частично предвидели. Скажите, пожалуйста, как нам лучше всего выстроить этот наш диалог, чтобы он был для вас комфортен и плодотворен? Вы задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Хорошо, благодарю вас. Скажите, пожалуйста, какой образ, звук или ощущение первым приходит к вам, когда вы чувствуете присутствие вдохновения, музы? Слишком романтизируете понятие музы и вдохновения. Я творил, у меня было очень сильное беспокойство от того, что я наблюдал и с чем был не согласен. Вольно высказываться было непозволительно и сложно. И в основном все мои труды были написаны от большого несогласия и стресса от того, как люди заблуждаются. Ваши рукописи, как известно, не горят. Это метафора или вы на собственном опыте узнали, что
Творчество и энергия — неуничтожимая энергия. Конечно, это понятие не относится к обычной бумаге. Это относится к слову, которое заключено в эту бумагу. Это будет продолжать жить в сердцах и умах людей, потому что очень много людей, которые разделяли мою точку зрения и понимали мое творчество и находили в нем разгадки и подсказки, ответы на свои житейские вопросы. На бумаге записаны слова, а в словах содержатся мысли, которые невозможно стереть. Так ли это? Скорее всего, смыслы, а не мысли. Смыслы, которые остаются и разжигают огонь интереса, раскрывать эти смыслы, исследовать этим смыслом, за этими смыслами. Скажите, пожалуйста, кто был главным прототипом Маргариты для вас? И в какой момент персонаж перенес реальный образ, став самостоятельной силой? М. В этом образе заключалась жизнь и ощущение не одной женщины. Это собирательный образ женщины, которой было тесно в этой эпохе, в этой реальности, которая была выше всего того мирского, что ее окружало. Образ ее, сути ее скрытой, неосвещенной стороны, которую она прятала, которую нельзя было показывать. Как запретный плод, который был недоступен для меня. Почему выбор пал именно на Маргариту для роли королевы бала? Все создавалось для нее, но выбор не падал на нее, как для роли королевы бала. Все декорации были созданы для нее. Что в ее любви было такого, что соответствовало высшим потусторонним законам? Там была необузданная страсть и смелость. Смелость и то, что называлось сумасшествием, то, что выходило за рамки приличия. Женщина, которая не боится смерти, а ищет в этом спасение.
готовность перейти, сделать этот переход. Кот-бегемот– это просто дух разрушения и хаоса, или в нем скрыта какая-то особенная миссия или философия? Все персонажи реальные и имеют свои смыслы. Ну, это образ наших страстей, нашего величия, ненасытности, обжорства и желания от каждого получить свою выгоду, даже не понимая своей выгоды истинной. Это тот голос, который раскачивает внутри человека, соблазняя и приглашая на свою сторону, приглашая совершать безрассудные поступки, принимать необдуманные решения. Опишите, пожалуйста, истинную природу отношений между Воландом и Иешуа. Они противоборствующие силы или часть одного целого, выполняющие разные задачи? Это смотря с какой стороны смотреть на этот сюжет. Если смотреть с близкого расстояния, то на первый взгляд может показаться, что это противоборствующие силы, но если отойти подальше, отдаляться от этой картины и от всего, что происходит, становится понятным, что это герои одного спектакля. Каждый из них выполняет свою роль. И нет здесь лишних или главных персонажей. Они все важны. Все важны по-своему в определенный момент того, как они начинают пробуждаться. Это разные аспекты одного и того же целого? Да. А что символизирует приют, предложенный мастеру? Это награда, поражение или нечто третье, что не смогли понять современные вам читатели? Предложение мастеру сдаться и перейти, принять другую сторону, которой он противостоял при жизни. Для чего? Для продолжения жизни. Для продолжения жизни. Почему именно Москва 30-х годов стала ареной для вечного противостояния добра и зла?
Зло активно проявлялось, начало проявляться. Люди менялись, стояли на пороге перемен. Рождение в новую эпоху, все менялось, трансформировалось. И люди уходили от великого к частному. Их сознание и потребности сужались в горошину. И чувствуется какая-то злость, голод, свирепость, жажда занять свое уютное место и отхватить кусок получше, пожирнее, Урвать. урвать. Борьба за власть любыми способами. Что вы увидели в ее атмосфере такого вечного и мистического? Мистическое всегда вечное, всегда покрыто тайной. И все, что человечество хотело в тот или иной период открыть, но все было покрыто мистикой. Мистика — это то, что сложно было объяснить и донести, и в чем человек не мог или не хотел разобраться. И в эту концепцию можно поместить очень много символов и скрытых смыслов. И тот, кто будет соприкасаться с этим, будет открывать для себя что-то свое. И, возможно, даже не то, что было вложено изначально тем, кто создавал. И так происходит возрождение, перерождение, бесконечный процесс. Каждый находит в пустоте что-то свое и создает из этого оазис. И это продолжает жизнь, это вечный процесс жизни. Все мистическое это в темноте, где следует осветить, чтоб стало доступно. Темнота лишь в глазах и в душе смотрящего. Только смотрящий освещает этот участок мистического и наделяет смыслом, уже своим новым смыслом. Он сам творит. Сам творит, перерождает, трансформирует. Каков был главный посыл эксперимента профессора Преображенского? Предостеречь от вмешательства в природу человека или показать неизбежность краха такого вмешательства в конкретных социальных условиях? Да, все то, что вы сказали. Это процесс человеческой важности и величия, у которого возникает желание вторгнуться в творение Божие и навести там свои порядки. И это усердие, с которым человек пытается это делать, это важность, это мишура, которые смыслы, которые окружают это событие. И так как с одной стороны показывается, на что человек способен в моменты жажды, дикого желания вмешаться в природные процессы, также показывается, как
в итоге рушатся все эти планы и разбиваются о скалы. Да, есть, кажется, на короткое время кажется, что у него получается и что он может на что-то влиять. Но в процессе пути приходит понимание, что это ловушка, и ты сам уже становишься участником этого большого процесса и играешь ту роль, которая тебе была предначертана. Он понимает, что он сам несовершенен и не может создать более совершенное, чем он сам. Да, приходит понимание и некое бессилие подчинения всей этой большой машине и системы. И ему уже приходится играть свою маленькую роль в этой большой системе, ложно думая, что он по-прежнему может ей управлять и контролировать. Шариков — это продукт науки или продукт общества? Где, по-вашему, находится главный источник уродства новой власти? Это собирательный образ того, как можно быстро продвинуться и прийти к власти, заведомо пользуясь науками и учеными людьми. Насколько это все абсурдно и безрассудно наблюдать за такими персонажами, которые в итоге вершат судьбы людей, при этом обладая очень мизерным сознанием и интеллектом, основываясь только на своих животных инстинктах и на своем криминальном прошлом. Можно ли в нашем современном обществе найти такие продукты, такие Шариковы? А чем, по-вашему, отличается современный продукт и продукт нашего времени? Ничего не меняется. Когда создавался и освещался этот образ, это и было наше современное время. Но выходцы таких шариков, они находятся всегда на ступень ниже. Они начинают раньше свой путь, но в какой-то момент становятся частью современного общества. Они были в прошлом, они в настоящем, и они будут еще в будущем, не так ли? Это для вас прошлое, для нас это всегда настоящее. Когда ты смотришь на то, что происходит перед твоими глазами, это и есть твоя жизнь, это и есть твое настоящее. Если ты будешь оглядываться назад и смотреть на то, что уже происходило, ты все равно будешь смотреть на свое настоящее, которое происходило с тобой в настоящем. Прошлое — это всего лишь фильтр, в который мы смотрим настоящее, да? Для Да, оценки. да, это все тоже настоящее, но дается такая возможность посмотреть через этот фильтр и оценить свое настоящее, потому что оно до сих пор продолжается. То же самое можно сказать и о прошлом, и о будущем, нет? Да, есть только одна точка, которую ты трезво можешь оценивать и смотреть. Это то, на что ты смотришь прямо.
Где твое сознание находится в данный момент? Где находится твое сознание? Даже если тебе кажется, что ты смотришь в будущее, ты все равно смотришь своими глазами на свое настоящее. От настоящего отталкиваешься. У тебя другой опоры нету. Разве что иллюзорная. Не правда ли? Что для вас страшнее, сам Шариков или система, которая формирует власть и поддержку? Меня не страшит ни то и ни другое. Я мог только описывать то, что вижу своими глазами, чтобы тот, кто будет смотреть на эти строки своими глазами, уже делал свои выводы, как находиться в этой системе и какую роль играть, какую нишу занимать в этой системе предоставленной в общем доступе. У каждого была возможность выбрать любую роль и проиграть ее, исследовать этому сценарию. Как научиться этому бесстрашию у вас? Смотреть трезво на все, оценивать. Не отказываться от своих мыслей и идей, не отвергать их только потому, что общество их отвергает, не навязывать их, не вручать как ненужный товар по акции, а просто творить и заниматься тем, чем ты не можешь заниматься, не отворачиваться от того, что вызывает эмоции, на что не хочется смотреть. Смотреть прямо и просто описывать то, что видишь, и определять себя и свою роль, и свое значение в том, что ты видишь. Занимать свое место, которое тебе хочется занимать и важно занимать. Как ваши личные переживания во время гражданской войны в Киеве трансформировались в универсальные символы дома, города, семьи, хаоса в Белой гвардии? Это обычный для меня процесс. То, что вызывало во мне, то, что возбуждает и вызывает волны колебания во мне, но нет возможности прямо с этим соприкасаться и взаимодействовать. И как-то влиять это глупо и безрассудно. Все это я старался заключать в слова и в смыслы. Всю свою боль, которая была у меня, я изливал наружу таким образом. И каждый раз, смотря на это творение, я сталкивался с этой болью, вспоминал о ней, вспоминал о важных событиях и о том, что объединяет. Образ Турбининых – это ностальгия по ушедшему миру или попытка найти вечные нравственные ориентиры в любую эпоху? Голубчик, ты неправильно произносишь.
Что именно? Про кого ты спрашиваешь? Образ Турбининых. Я не знаю, кто это. Турбинных. Я прошу меня извинить. Что ты хочешь знать? Что вы хотели этими образами рассказать тем, кто будет читать ваши произведения? Когда создавалось любое мое творение, я не задумывался о том, как будет чувствовать тот, кто будет читать это творение. В первую очередь я создавала это для себя, потому что это желание, этот поток и эти страсти были у меня внутри, они просились наружу. Каждое мое произведение — это мои собственные наблюдения, умозаключения и переживания. То, с чем я был согласен, то, что было сложно мне принять, то, что мне нравилось, где я проживал страсть, где я проживал разочарование. Мне хватало смелости писать. Но все это было окутано моей внутренней болью, моим несогласием, моим протестом. Очень много крови и несправедливости вершилось на моих глазах, свидетелем чему я был. Это очень трогало меня до глубины души. Но внешне нужно было держать лицо и не подавать виду, не озвучивать свои страхи. Вы каждую вашу эмоцию одевали в какой-то образ, Да, чтобы верно. позволить ему от вас уйти. Чтобы позволить этому образу продолжать свою жизнь. Какую роль для вас играл сон как литературный прием? Он Был ли это способ говорить правду, недоступную для явного текста? сон — это некое забвение, где можно позволить себе любую вольность говорить без осуждения, без наказания, без страха. Можно назвать это бредом, как и многое, что содержится в моих произведениях. Это возможность сказать о более тонко, о запретном, о том, о чем нельзя даже думать. Без цензуры. Да. Как вам удавалось сохранять внутреннюю свободу и чувство юмора, работая в условиях тотального внешнего давления? Мне было очень весело с моими персонажами.
Это и была моя жизнь. Я уходил в нее с головой, и порой казалось, что я сам становлюсь одним из своих героев. Они всегда были рядом. Не всегда были рядом, и это были мои, мои друзья и мои помощники. Я в любой момент мог воспользоваться качеством любого из моих персонажей, потому что это и были мои качества, которыми я наделял своих героев. Поэтому они жили благодаря мне и развивались, а я учился у них и перенимал то, в чем они были успешнее меня. Что для вас было главным в писательском долге? Отражать эпоху вне времени или искать болезненные точки человеческой души? Конечно же, я старался отобразить эпоху, насколько это возможно, реалистичной тому времени. Это переживание настоящего. Это необузданный ураган, который поглощал и захватывал меня. И мне хотелось этим поделиться и заливать это наружу. Первым делом я пытался сам не уснуть во всем этом, не уйти в забвение, в свой сон. И также эта мысль передавалась в моим произведениям, что нет возможности уйти в сон, потому что там все та же реальность, все то же, что с тобой происходит. Там более Лежать реально, да? бодрствуешь. Да, там все та же реальность. И можно отдохнуть только на время, получить этот покой. Есть ли в ваших произведениях шифр, ключ к пониманию, который вы преднамеренно спрятали от современников, рассчитывая на будущего читателя? Нет никакого умышленного смысла, рассчитанного. Я Какой из писал ваших... максимально Мгм. безопасно для себя. То, что предоставлялось возможным на момент времени, когда я творил. Дальше каждый сам рассматривает и анализирует и делает свои выводы. Кто-то увидит больше, кто-то увидит меньше, кто-то вообще не захочет смотреть. Каждый на своем уровне. Да. Каждый свой слой раскапывает мудрости. Какой из ваших нереализованных или сожженных замыслов вы считаете самым важным и почему не состоялся? Были творения, которые вызывали во мне
огонь и несогласие, противоборствующие силы, которые жили во мне. Одна часть была мне знакомой и привычной, которая описывала все, что было важно для меня и заключала в смысле. Вторая часть была немного бесовской, которая противостояла этому порыве ярости. Некоторые смыслы были уничтожены, которые были недостойны обывателей, Или слишком недостойны. явные? Да, они были недостойны, чтобы держать это, чтобы смотреть в это. Это было слишком просто. Никаких мучений. Человек должен помучиться, прежде чем понять Ра- себя и Разгадает разгадать. себя, да. Это было еще то, что писалось на заказ, под влиянием, под давлением, то, что противоречило мне и моим смыслам. Слишком просто, слишком прозаично. А, Тогда это создавалось как случайное уничтожение по неосторожности. Я просто не мог дать жизнь этим произведениям, они не резонировали со мной. что с вашей точки зрения является самой большой мистической тайной, скрытой в структуре романа «Мастер и Маргарита», о которой еще никто не догадался? Это как смотреть в узкое горлышко на калейдоскоп. Ты будешь переворачивать, и каждый раз будет подсвечиваться новый интересный узор, интересный цвет и символ. Все смыслы, которые я закладывала, не разгаданы. Но человеческий разум, он как калейдоскоп, он складывает каждый раз из уже известного и затертого до дыр новые смыслы, новые картинки. И исходя из этих смыслов, строит свою реальность. Все новую комбинацию смыслов, да? Новые комбинации смыслов. Даже если он будет читать 10-й раз, все равно он нечто новое увидит, потому что он стал другим. Да, это как фильтр. Кто-то будет отвергать и сталкиваться с жутким сопротивлением и отрицанием, и до тошноты. Но если он найдет смысл в том, чтобы вернуться к произведению еще раз, еще раз, еще раз, это будет захватывать его, он будет узнавать себя еще больше, все больше новых персонажей открывать внутри себя, новых ощущений. И это может продолжаться огромное количество раз. Аппетит возрастает во время еды. Да, вопрос только в какой момент ты насытишься. А разве можно насытиться? В этом описан и смысл моего произведения.
насыщение не наступает. Вечная внутренняя борьба для роста, для личного роста. Для роста или для деградации зависит от того, что ты потребляешь и что ты закладываешь в основу своего развития. Какими продуктами потребления, развития ты себя наполняешь, таким и становишься. Образ дьявола в вашем романе наделен обаянием и справедливостью. Это попытка показать относительность добра и зла или нечто более сложное? Здесь заключено очень много смыслов. И один из смыслов в том числе о том, что только глаза, которые смотрят, могут видеть в дьяволе дьявола или спасителя и благодетеля. И иногда для того, чтобы вершить большой замысел, приходится сталкиваться с тем, что летят головы и появляются жертвы. Жертвы, казалось бы, благочестивые, благородные, но если смотреть на общий замысел, то это во благо. Это важная роль, которую не каждый может взять на себя. Это отчасти роль правителя, который должен наводить порядки и приносить кого-то в жертву ради всеобщего блага. Если бы вам был дан шанс изменить финал одного из ваших произведений, что бы это было и почему? Нет в этом необходимости в изменении. Это написано так, как написано, насколько это предоставлялось возможным. Если бы моя жизнь продолжалась, то, возможно, у некоторых произведений или у их героев была бы новая жизнь, было бы продолжение жизни или перевоплощение. Но основной смысл не поменялся бы. Как вы считаете, ваше творчество было порождено эпохой или оно существовало вне времени и лишь проявилось через вас? Это всегда существовало, я лишь смог это рассмотреть через свои фильтры своего калейдоскопа. Это остро врезалось мне в глаза, как осколки. И я не смог отвернуться. Я был вынужден эти осколки вытаскивать из глаз и создавать эту мозаику. Кого из ваших современников вы считали своим главным литературным оппонентом или антисобеседником? Абсолютно безразлично. Я был настолько увлечен и поглощен тобой в какой-то степени даже возвышался над всеми.
Не было. Не было достойных. Я не смог ни с кем разделить даже части того, что хотел бы. Что вы чувствовали, создавая сцены потустороннего мира? Например, балу сатаны? Это была чистая фантазия или некий, пусть и метафорический, но опыт? Что не было моей фантазией. Это все давно существовало и было описано до меня. Я лишь использовал это как метафору. Вы как-то определяли для себя грань между сатирой, которая лечит, и сатирой, которая уничтожает? Для меня этой грани не было. Это каждый определяет сам для себя. От соприкосновения с этим происходит волновой резонанс. И это разделение происходит автоматически. Кто-то соприкасается и чувствует, что у него освобождается больше воздуха, больше свободы, новых идей, новых мыслей. Кто-то при соприкосновении впадает в ужас и дикое отчаяние, и стресс, и все самые сложные темные процессы пробуждаются. Какой самый главный совет вы бы дали современному художнику, писателю, который пытается творить в эпоху новых форм, давления и шума? Держать глаза открытыми, не закрывать их. Не подстраиваться под смыслы, которые окружают. Искать свой собственный смысл. Если писатель не чувствует, у него не происходит этого взрыва вулкана и возмущения внутри, то его произведения, они поверхностные, спокойные для умиротворения и усыпления. У меня не было такой задачи. У меня была задача проснуться и вытащить эти осколки стекла, которые находились в моих глазах. Мне от этого было очень невыносимо больно. Что, по-вашему, является самым прочным фундаментом для человеческой души в любую эпоху? Согласно тому, что вы познали и описали? Это любовь, Любовь. то, что делает нас мягче, снимает наш, нашу боль, наш панцирь, в который мы себя сажаем, снимает наше отчаяние, разочарование, нашу грусть, придает ощущение полета, пусть даже на мгновение, и улетает так же, как Маргарита превращается просто в пыль. Потом снова возрождается ярким пламенем. Есть ли персонаж, который вам особенно дорог и чьей судьбой вы внутренне всего сопереживали?
Мастер — это я. Я сопереживал себе, как мог, как умел, создавая все новые и новые поры и персонажи для того, чтобы находить для себя смысл, находиться и жить во всем этом. Что для вас означало понятие «покой» и почему он так важен для финала истории мастера? Покой — это когда мои глаза, тут смотреть ясно на этот свет без боли, без кровоточивых ран. Когда это острое чувство внутри меня притупится. Я не мог просто лечь, лежать или жить ту жизнь, которую жил, которая была вокруг меня, полной наслаждения, разврата и изысков, которые меня приглашали. Я не мог просто лечь и заснуть. Если бы вы могли написать одно дополнительное письмо или заметку для будущих поколений, что бы в нем было всего в 3 предложениях? Любовь к себе, честность к себе и забота. Чему самому важному научила вас работа над вашим главным романом, помимо чисто литературного мастерства? Я получил освобождение. Я Покой. получил свободный путь и дорогу. Я нашел выход, как это сделать. Это был мой последний вздох. А что важнее, выход или сам, само продвижение в сторону выхода, нахождение его? Эти смыслы меняются. Они сменяют один другим. Что важно. Путь, безусловно, откладывает великий отпечаток. Но тем приятнее выход. Это как блаженство, освобождение, легкость. Не будет этой легкости, если не будет этого пути. Михаил Афанасьевич, что вы чувствуете, зная, что ваши книги читают и любят миллионы людей в мире? Бесконечно этому рад и удивлен. Это значит, что миллионы людей, так же как я, немножко сумасшедшие, безрассудные. А это значит, они смогут создать что-то новое, свое, такое же невероятное,
Каждый сам для себя в своей жизни. А разве не лучше выйти с ума и переместиться в сердце, там, где источник любви и света? Каждый сам для себя решает и выбирает, в какой момент, куда ему выйти. Но не подружившись и не найдя общий язык с умом, нет возможности выйти в сердце. Лучше подружить ум с сердцем, заставить их работать синхронно, Да, согласованно. да. Михаил Афанасьевич, благодарю вас за то, что вы любезно согласились ответить на все мои вопросы. Я еще раз хочу вам сказать, что я очень рад этой нашей встрече. Если вы позволите еще когда-нибудь навестить вас, мы это сделаем. Да, Покоя вам, любви и света. Всего хорошего вам. благодарю. Оставьте меня на счете 3 с Ярой. 1, 2, 3. Яра, отключись. А теперь на счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. 1, 2, 3. Повышаем на счете 3 наши уровни энергии и вибрации до максимального значения для каждого из нас. 1, 2, 3. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненной энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Яра, как ты себя чувствуешь? Хорошо? Хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памятью. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Яре, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательным и открытым к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаю вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.